101 сказка от няни Арины Родионовны. Сказка 5. Почему дует ветер? Вечером Саша нетерпеливо ждал прихода Арины Родионовны. Как только няня вошла в комнату, мальчик начал рассказывать. Арина Родионовна, сегодня был такой ветреный день. Мы с папой запускали воздушного змея в парке. Змей поднимался так высоко. А почему вообще дует ветер? Ох, ветер – это целая история. У меня есть как раз подходящая сказка. Хочешь послушать? Конечно, хочу. Давным-давно в небесном царстве жили 4 брата – север, юг, восток и запад. Они были сыновьями старого царя воздуха. А почему их было именно 4? Потому что есть 4 главных направления ветра. Каждый брат отвечал за свою сторону света. Однажды царь-воздух состарился и решил выбрать наследника. И кого он выбрал? Вот в этом-то и была проблема. Братья начали спорить, кто из них достоин править. Они стали дуть каждый в свою сторону, пытаясь показать свою силу. А люди на земле это почувствовали? Конечно, на земле начались сильные ветры. Деревья гнулись, облака неслись по небу. Люди не понимали, что происходит. И что же случилось дальше? Царь-воздух увидел, что творится, и решил помирить сыновей. Он сказал им: «Дети мои, вы все важны. Ветер нужен миру, но он должен быть разным. Иногда сильным, иногда слабым, то теплым, то холодным». И братья послушались? Да, они поняли мудрость отца. С тех пор братья-ветры работают вместе. Они сменяют друг друга, создавая разные ветры на земле. А почему иногда ветер дует сильно, а иногда слабо? Это зависит от того, как сильно дуют братья-ветры. Когда они дуют слабо, на земле легкий ветерок, а когда сильно, может быть даже буря. А бывает, чтобы совсем не было ветра? Бывает. Это когда братья-ветры отдыхают или не могут решить, кому дуть. Тогда на земле штиль, полное безветрие. Спасибо, Арина Родионовна. Теперь, когда подует ветер, я буду представлять, как братья-ветры играют в небе. Спокойной ночи, мой маленький исследователь. Пусть тебе приснятся самые увлекательные путешествия на крыльях ветра.